Привет, друзья! Тысячи беженцев каждый день, переполненные лагеря, улицы европейских столиц уже не узнать. Европа и Германия больше не справляются. Вопрос звучит все громче и громче. А кто вообще контролирует границы? Или Евросоюз окончательно потерял управление? И вот первые страны начинают бить тревогу. Италия под Мелани очередной раз вводит режим чрезвычайной ситуации. Германия с новым канцлером Фридрихом Мерцем открыто говорит: хватит. Начинается борьба за выживание собственной идентичности. Европейский Союз уже не может спрятаться за лозунгами о европейской солидарности. Насчет взрыв масштабных изменений он уже начался. Пока в Брюсселе рассуждают о ценностях, в Италии реальный кошмар на улицах. Остров Лампедуза, Сицилия, Каламбрия превратились в ворота для Европейского Союза, через которые каждый день прорываются сотни нелегалов. Кадры из этих портов как сцены из фильмов катастрофы. Тысячи мигрантов, десятки лодок, критика, паника, коллапс. Премьер-министр Джорджия Мелони больше не скрывает свой страх и ужасные эмоции. Она открыто обвиняет Европейский Союз в предательстве. По ее словам, Брюссель бросил Италию одну на передовой линии. ЕС требовал гуманности, отдал одиночество и хаос. Италия вынуждена срочно вводить режим чрезвычайной ситуации. Местная полиция работает круглосуточно на износ. Спасатели на грани нервного срыва. Больницы вообще переполнены, койки стоят даже в коридорах. Но Мелани не собирается молчать. Она запрещает вход к гуманитарным кораблям, угрожает арестами капитанов, закрывает порты, даже если на борту женщины и дети. Звучит жестко, а какая альтернатива? Гибель Италии? В ее словах только холодная логика и абсолютно никаких эмоций. Если мы не остановим это сейчас, завтра вся Италия будет в огне. Но что здесь интересно, это самое главное. Мелони ломает табу, разрушает молчаливое согласие, с которым Европа десятилетиями принимала всех подряд. Она говорит, цитата: «Европа не может быть роддомом для всего мира». И знаете что? Народ ее поддерживает. Рейтинг Мелони растет, несмотря на травлю в западных СМИ. Потому что итальянцы понимают, они защищают Италию, а не интересы Брюсселя. Но в Германии тоже происходит невероятно. Фридрих Мерц не просто стал канцлером Германии, он стал могильщиком старой миграционной политики. Сразу после вступления в должность он жестко заявил, цитата: «Мы больше не можем быть центром притяжения для всего мира. Германия не гостиница». И все, новая эра началась. Фридрих Мерц не ограничился своими словами. Его правительство резко ужесточает процедуры приема, вводится новая система быстрой депортации, создаются закрытые лагеря временного содержания. Нелегалы, нарушившие закон, выдворяются без суда и следствия. Мерц не хочет повторения событий 2015 года, когда Германия при Ангеле Меркель превратилась в ворота для миллионов беженцев. Он прямо обвиняет предыдущую власть и лично Олафа Шольца в том, что они разрушили доверие общества к институтам. В своем выступлении в Бундестаге Мерц сказал, цитата: «Если государство не может защищать своих граждан, это уже не государство. А это вызов не только оппозиции, но и всему Брюсселю». Мерц четко разграничивает беженец, бегущий от войны, и мигрант, ищущий выгоду. Это не одно и то же. Германия готова помогать, но не всем и не вечно. И впервые с трибуны канцлер произносит фразу, которую раньше боялись говорить вслух. Мы должны думать сначала о немцах. Левые либералы в шоке. Немецкие СМИ вообще кидаются обвинениями в адрес канцлера. Но знаете, что здесь интересно? Простые немцы за него. Мерц бьет в самую точку по сути. Он говорит то, что большинство давно думает, но все время боялись сказать. У Фридриха Мерца нет времени на толерантные какие-то танцы. Он пришел спасать страну. И теперь Европа смотрит на Берлин как на новый флагман сопротивления, потому что если уж Германия стала закрывать свои ворота, значит конец старой Европы уже не за горами. Для справки скажу вам, что если вы думаете, что Еврокомиссия управляет Европой, вы глубоко заблуждаетесь. Сегодня в Брюсселе царит паника, хаос и отчаяние. Миграционный кризис раскрыл ту главную тайну Евросоюза. Там просто-напросто нет никакого плана. Только одни бумажки, резолюции, пустые пресс-релизы. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает с срочным заявлением, убеждая, что Европейский Союз держит ситуацию под контролем.
Но правда на земле другая, границы дырявые, страны перегружены, а система распределения мигрантов не работает. Вот страшная реальность на сегодня. Страны Восточной Европы, Польша, Чехия, Венгрия уже категорически отказываются принимать беженцев. Южная, как Италия и Греция, вообще на пределе, а Германия и Франция уже не справляются. Фон дер Ляйен и ее окружение требуют сплоченности, но никто уже не хочет делиться проблемой. Это звучит как приговор всей концепции Европейского Союза. Единая Европа – это вообще миф, который рассыпается под давлением реальности. Особенно, когда беженцев встречают не с соцпомощью, а уличными протестами. И здесь главный страх Брюсселя. Народ больше не верит в старую модель. По всей Европе массовые митинги, антимиграционные настроения, резкий рост рейтингов правых партий. В Германии альтернатива для Германии АДГ бьет вообще рекорды. Во Франции Марин Ле Пен снова набирает очки. В Италии правит жесткой Мелони. И это только начало. Еврокомиссия теряет контроль над государствами-членами. Но самое опасное, появилась новая ось влияния. Германия при Мерце, Италия при Мелони и Польша при консерваторах больше не слушают указаний из Брюсселя. Они начинают координировать свои действия по миграции, безопасности и национальным интересам. Они проводят тайные двухсторонние встречи, чтобы оградить себя от беженцев. Это уже не просто недовольство, это параллельная Европа. Европа, которая готова защитить себя. И если ЕС и дальше продолжит игнорировать страшную реальность, он просто будет сметен. Уже можно с уверенностью сказать, что той старой Европы больше нет. Она исчезла под напором собственных ошибок, под давлением массовой миграции и из-за отказа принять очевидное. Та Европа, где все ради открытых границ, мультикультурализма и, безусловно, гуманизма приказала долго жить. На ее месте возникает новая Европа, громкая, резкая и даже бескомпромиссная. Новая Европа – это Фридрих Мерц, который в открытую заявляет, цитата, «Немцы прежде всего». Это Джорджия Мелони, которая не боится послать к черту весь брюссельский порядок, если он угрожает Италии. Это премьер-министр Польши Дональд Туск, который прямо говорит, цитата, «Европейский Союз не хозяин, а партнер». Это тот же Виктор Орбан, который еще 10 лет назад предупреждал всех. Европа превратится в колонию, если не остановит миграцию. Но теперь это не просто голоса, это фронт. Новый политический фронт, который говорит Брюсселю: вы проиграли, теперь мы берем дело в свои руки, и главное, у них есть поддержка народа. Простые европейцы больше не хотят быть лабораторными кроликами, они хотят безопасности, стабильности и того, чтобы их страна принадлежала им. Эти политики отказываются от навязанных ценностей и возвращаются к реальности. А реальность такова: если ты не контролируешь, кто заходит в твой дом, ты теряешь этот дом. Мерц это понял, Мелони это поняла, и теперь они диктуют повестку. Хочу сделать акцент здесь на том, что новая Европа – это не про жестокость, это про выживание, это про то, чтобы быть хозяином у себя в доме, это про то, чтобы на первом месте стоял гражданин своей страны, а не мнение из Брюсселя. И все больше стран к ним присоединяются. Мы стоим на пороге исторического разворота на 180 градусов. И вопрос только один: сможет ли старая элита удержать власть, или новая Европа ее просто-напросто сметет? Европа трещит по швам. Это не теория, не преувеличение, это факты. Страны больше не верят в брюссельские сказки, лидеры больше не играют в вежливость, народы больше не молчат. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц не просто начинает реформу, он запускает перезагрузку всего континента. Сегодня новости такие, что мы с вами на пороге конца одной эпохи и начала другой. Если раньше говорить об этом было некорректно, то теперь это суровая правда. Миграционный кризис стал той последней каплей, но внимание, за ним всплывает главное – глубочайший кризис доверия к самому проекту Европейского Союза. Европа просыпается, и либо она будет принадлежать своим гражданам, либо превратиться в бесформенную массу без границ и идентичности. Если вам понравился мой рассказ, поддержите подпиской и лайком, и обязательно напишите в комментариях, вы за старую Европу или за новую. Спасибо за просмотр, дальше будет только жарче.